Есть очень хорошее такое выражение, и оно точно работает. Когда ученик готов, учитель появляется. Мне попадается в соцсетях выдержка небольшая из книги Андрея Башуна. И все, я там прочитала в этой книге, что есть центр, есть ученики, есть учитель. Но, наверное, самая такая явная особенность в том, что он слишком прост, да, открыт для ученика. Потому что если посмотреть, исходя из других представлений, да, когда создается определенная дистанция между учеником и учителем, да, то есть такая дистанция, она ни к чему не приводит хорошему. Создается какой-то как некий культ, что есть учитель, который находится где-то выше всех, и все ему там чуть ли не поклоняются. Да? А здесь Геннадий такой простой человек, что ты можешь с ним пообщаться, поговорить, да, ты как бы да, настолько просто, что нет никакой дистанции, как друзья. И вот это самое такое. Сейчас в обществе говорят, что такое мнение разделенное, что учитель не нужен, кто-то говорит, наоборот, нужен. Во-первых, как оценивать критерии? Вот ты один двигаешься по этому пути, как ты будешь оценивать? В какую сторону ты движешься? Правильно ли ты делаешь, неправильно? Что ты чувствуешь? Ну, то есть это невозможно оценить. То, что происходит с тобой в процессе вот этой трансформации, вообще, да, когда ты обучаешься, когда ты следуешь методике, это бывают невероятные какие-то вещи, и в плюс, и в минус, и ты совершенно не можешь это оценить. Поэтому без учителя, мне кажется, тут однозначный ответ, без учителя невозможно. Он видит эти процессы со стороны. Он не всматривается в каждого, на каком этапе каждый человек в команде. Он всматривается в общую картину команды. И когда она куда-то не туда идет, он тут же нас корректирует. Плюс, конечно, какое-то такое очень тонкое, мудрое наставничество Геннадия, поскольку он напрямую не говорит, что делать. Он дает такие легкие какие-то рекомендации, указания. И во время наших встреч, да, на клубных занятиях, на сатсангах, он задает какой-то темп, какие-то темы для обсуждения. Ты обсуждаешь сам это в кругу единомышленников, и ты реально начинаешь многие вещи понимать сам. Не просто там ты заучил как теорию, ты реально просто думаешь, ух ты ее. Да? Это все как бы ускоряло вот этот процесс, делало его очень плавным, таким очень мягким. И когда я там приду на пенсию, да, я хотел это сейчас сделать, я хотел сейчас проснуться. И я именно вот в этой системе обучения увидел это, что там не говорят там о десятилетиях, там не говорят даже о годах, там говорят, давайте сейчас это сделаем, как можно быстрее, потому что, жизнь она такая, ты не знаешь, что произойдет завтра. Я не знаю лично вот в Европе, в наших регионе ни одной практики, где идеально бы сочеталась и команда, и учитель, и сама методика. Потому что здесь, оказывается, еще методика есть. Вот, как с обычного уровня сознания раскрыться так, как цветочку, чтобы чувствовать свою истинную природу. Я была обычным человеком с обычными ощущениями, ничего такого не чувствовала. И постепенно во мне раскрылись вот какие-то, как шестой орган чувств, когда я стала чувствовать вот это вот поле. Так люди приходят на эти сатсанги там, и ждут, они ощущают вот этот поток от учителя, да, они чувствуют его. Но как только они возвращаются домой, обратно, все, вот эти прошлые привычки ума, вот эти все тенденции, да, это все возвращает обратно. Все возвращает обратно. И человек опять живет в своем уме, в своих повседневных вот этих заботах, в этой суете. И в итоге ему надо приходить еще раз на сатсанг, чтобы это почувствовать заново. А здесь говорится о том, что мы даже в своей методике используем такой подход, что человек уже при обучении начинает жить так, как будет после пробуждения. Даже если мы двигаемся к одной цели, единомышленники, но остаемся, не передая знания никому, мы становимся не маленькой раковой опухолью,
большой раковой опухоли, красивой только и с прекрасной целью. А когда мы отдаем это знание, когда мы делимся этими состояниями, тогда мы работаем как здоровый организм, как здоровые клетки во всем организме. Ты можешь это сравнить с привычным нашим проживанием дня? Это проще, лучше, хуже? Как это? Это по-другому. Ты проживаешь каждый свой день по-другому. Ты видишь, как тебе жизнь преподносит определенные ситуации, повторяющиеся, и ты постоянно на них действуешь автоматически. И когда ты действуешь автоматически, постоянно одно и то же, то есть у тебя определенная ситуация, ты принял на нее решение. Она постоянно повторяется, ты делаешь то же самое, а как только ты поступишь чуть по-другому, у тебя сразу ситуация поменялась, и все по-другому стало. И вот эти моменты, когда ты поступаешь по-другому, то есть это непривычно для тебя делать так. И тебе надо сделать то, что непривычно, неудобно тебе, чтобы получить новый опыт и вот этот шаг развития дальше. Самое сложное было вообще для меня – это принять вот это выполнение четких инструкций, да, что нужно делать. По методике делаешь то-то, то-то. Вот это было трудно. У меня было очень много сопротивлений, я постоянно психовала, особенно первое время. Ну, то есть, с одной стороны, ты понимаешь, что тебе это надо, а с другой стороны, у тебя начинает эго вскипать, ты думаешь, как так, ты взрослый человек, где твоя свобода, почему ее забирают, почему ты должен делать то, другое. И начинается вот просто непонятное состояние. Но когда ты преодолеваешь очередную ступеньку, да, продвигаешься в своем эгоизме чуть дальше, вот это все в себе очищаешь, ты понимаешь, что вот именно это мне и было надо на самом деле. Потому что сломать вот эти все барьеры я бы никогда сама не смогла. Никогда просто. Потому что количество эгоизма, которое меня окружало и в котором я находилась, очень большое. Даже совсем не догадываешься о том, что на тебя налипло. Вот. И поэтому иногда это бывают очень большие сюрпризы. Когда ты сталкиваешься с какими-то вещами, которые от тебя отваливаются, и думаешь, ничего себе. А оказывается, вот оно такое и было во мне. И именно благодаря вот этим инструкциям, благодаря тому, что мы доверяемся и готовы двигаться до конца, мы это проходим, получаем результат. И это бывает не всегда легко, оно даже не легко, оно даже не логично, то есть непонятно, но тебе просто нужно попробовать поступить по-другому. Несмотря на все сопротивление, нежелание, взрывы, переживания. То есть хочешь этого, у тебя есть желание, ты к нему идешь, тебе говорят, тебе нужно делать вот это, вот это, вот это, ты делаешь, и ты получаешь результат. Как быстро, как скоро, зависит от твоего старания, хотения, как тебе это нужно. Все очень просто. Тебе говорят, ты делаешь. Если ты говоришь, я не буду это делать, потому что вот это задание мне не нравится, я лучше посплю, то ты ничего не получишь. Так в обычной жизни, в принципе, на любой даже работе, в любом спорте так и происходит. Если ты что-то хочешь, то тебе нужно что-то сделать. Четкие указания учителя, что он говорит, то есть обучение, выполнение. Как в школе. Ты учишься, сдаешь экзамен, учишься, сдаешь экзамен. Все очень просто на самом деле. Мне еще очень легко вот это сравнивать со спортом. Я в спорте, то есть, занималась, и у нас были тренировки. То есть ты тренируешься, потом у тебя идут соревнования. Если ты плохо тренируешься, ты плохо выступаешь на соревнованиях. Поэтому для того, чтобы тебе какой-то показать хороший результат, а еще лучше самый хороший результат, призовые места, тебе нужно хорошо тренироваться. И ты понимаешь, что вот этот весь твой труд, это же все, что ты для себя делаешь, для своей жизни, для познания самого себя. А это это то, что есть самое дорогое у тебя. Мы сделали из таких терминов, как просветление, определенную какую-то мистический ореол такой, да, который говорит, что только Будда, только и другие учителя, высокие такие, самые учителя лучше, которые могут об этом говорить и могут к этому привести. То есть, а я, как обычный человек, что я могу сделать, да? На самом деле все не так. То есть, имея методику, любой человек может к этому подойти. Природа-то у всех одна.
И тут эта инструкция дает возможность любому человеку. Главное, если он действительно этого хочет, и он будет следовать вот этой инструкции, как это, да, делается, как это делается. То есть любой человек, это просто. Сам процесс просветления очень прост. Но важно понимать, чтобы человек был готов что-то делать для этого. Потому что многие просто захотели, поговорили и все. А человек не готов совершать действия. А действия по-любому нужно делать по переделыванию себя. И я, в принципе, понимаю, что занимаясь по методике, действительно профессионально подойдя к этому вопросу, проснется любой человек, у которого есть желание, который способен в своем желании идти до конца. То есть если вот это желание есть, это ключевой фактор вообще, вот это желание, все будет пройдено. Даже такие моменты трудные, когда кажется, что пропадают все желания, а такое бывает у всех практиков, пропадают все желания, кажется, зачем тебе это все, куда ты идешь, непонятно. Но благодаря тому, что есть некоторая инерция, есть коллектив людей, которые тебя поддерживают, ты просто это проходишь как некое испытание. Ну, хорошая проверка, согласитесь, когда у тебя нет никаких желаний, ничего нет, тебе ничего не хочется. Кто-то наверняка на этом может остановиться, если идет сам по себе, как бы такой волк-одиночка, да. Но вот здесь, благодаря вот этому сочетанию всего, ты просто это проходишь, потому что есть желание, нет желания, ты все равно идешь. Это какая-то такая большая зрелость, что ли, вот этого процесса. Наш ум усложняет этот весь процесс. Говорит, что надо серьезные техники, нужен серьезный уровень подготовки там иметь, нужно обладать огромным опытом какой-то познания там, да, или литературы, всего, куча всего. Но просветление не имеет к этому никакого отношения. То есть все просто, все действительно просто. И любой человек может к этому подойти. Но он созреть должен для принятия решения, что я готов. Вспомните, мы вам рекомендовали почитать «Чайку» по имени Джонатан Ливингстон. Там ведь идет вопрос о чем, что нам даются крылья не только для добычи пищи. Там идет речь о полете, о скорости полета. Там идет речь о жизни. Наша задача – это подсказать людям не только назначение, что вот есть такое, а чтобы человек захотел сам это сделать. Потому что без его огромных усилий это вообще невозможно сделать. За него это сделать никак нельзя.